Сейчас будет краткий пересказ фильма «Призрачный патруль». Приятного вам просмотра. Ник Уокер – честный коп, однажды во время полицейской облавы, завладевший крупной партией золота от распильной статуи. Договорившись со своим напарником Бобби Хеймсом, он тайно забирает свою долю улик, которую планировал позже сбыть. Однако после разговора с своей женой Джулией, Ник начинает сомневаться в правильности своего поступка. На утро Ник предупреждает Бобби, что сдаст свою половину золота как вещественное доказательство, но о доле Бобби молчит в знак дружбы. В тот же день начинается полицейская облава на еще одного наркодилера. Отделившись от основной группы захвата, Ник бежит за преступником, но натыкается на Бобби, который расстреливает Ника в упор и падает с высоты 3-го этажа. Ник умирает, и его затягивает на тот свет, где он сталкивается лицом к лицу с Милдред Проктор, повелительницей чистилища с телевизионного подполицейского управления. Проктор сообщает Нику, что хищение золота является грехом, несмотря даже на раскаяние Ника вместе с намерением сдать его властям, а значит на страшном суде шансы у Ника попасть в ад очень велики. Единственный выход для него смягчить решение суда заключается в службе призрачным патрулем, потусторонним полицейским, отлавливающим в мире живых содержащиеся души покойников, так как их присутствие сопровождается разложением мира живых и вытекающим оттуда катастрофами. С учетом раннего опыта работы полицейским, Ника, минуя стадию стажировки, приписывает к одному из опытнейших оперативников департамента Расифусу Пулсиферу, офицеру времен гражданской войны в США и бывшему законнику, федеральному маршалу с Дикого Запада. Вернувшись в родной Бостон вместе с Роем, Ник узнает, что на время пребывания в мире смертных каждый оперативник вынужден носить случайно подобранную личину, из-за чего на собственных похоронах ему не удается поговорить ни со своей женой, ни со своим предателем-напарником. Все видят его как пожилого азиата. Рой решает протестировать Ника, доверив ему арест его первого дохляка. Несмотря на провальный результат, Ник получает от мертвеца кусок такого же золота, как ему он завладел незадолго до смерти. Но чтобы узнать об этой находке подробнее, Рой решает отнести золото на пробу своему информатору, Эллиоту. Последний утверждает, что это золото является обычным, но Ник понимает, что информатор врет, а потому в качестве следственного эксперимента оставляет находку у Эллиота. Наблюдая за информатором, Ник и Рой становятся свидетелями того, как Эллиот передает их улику получателю через посредника, которым оказывается некто иной как Бобби. Проследив за бывшим напарником до своего прежнего дома, Ник наблюдает за тем, как Бобби находит его тайник с краденой долей, чем очерняет доброе имя Ника перед Джулией. Впоследствии патрульный тайно продолжает следить за Бобби, вплоть до передачи золота его получателю, дохляку с фамилией Пуласки. Чтобы не даться патрульным живем, Пуласки разоблачает свой истинный облик огромного толстяка и сбегает, поставив на уши весь деловой район Бостона. Несмотря на неудачу с задержанием, напарнику удается завладеть кейсом с краденным золотом. Из-за того, что чистилище может быть вот-вот разоблачено смертными, Ника и Рой приговаривают к стиранию на следующие сутки, но до тех пор позволяет им оставаться на свободе. Тем не менее, Проктор носит до напарников, что несмотря на их отстранение, их дело все еще получает ход, так как куски того золота были опознаны как части Иерихонского столпа, ритуального монумента, с помощью которого можно обратить поток душ умерших, призвав их из загробного мира, что приравнивается к концу света. Ник пытается еще раз поговорить со своей женой, но ничего не выходит, хотя Джулия начинает догадываться, что тот странный старик – это Ник, вернувшийся с того света. Рой отчитывает Ника за то, что он пустил дело и его посмертную жизнь под откос только потому, что до сих пор не свыкся с своей смертью, на что Ник ему в ответ остроумно нагрубил. Однако напарники довольно быстро мирятся, а заодно и приходят к выводу, что если Бобби вел дело с дохляком, то он и сам, скорее всего, тоже живой мертвец. Позже, устроив облаву на Бобби, Ник заставляет его снять оберег, скрывающий его ауру разложения, из-за чего становится ясно, что по меркам живых мертвецов Бобби довольно старый. Бобби доставляют в чистилище, а изъятое у него золото сдают в хранилище вещественных доказательств. Однако довольно скоро выясняется, что поимка была частью плана Бобби. С помощью самодельной реликвии дохляки обезвреживают всех оперативников и похищают все элементы столпа, что находились в хранилище. Тем временем подручный Бобби похищает Джулию из его дома. После преследуя нежить, оперативники врываются в мир смертных, который уже начал разрушаться за счет разломов, возникающих по мере готовности столпа. Прорваясь к месту сборки артефакта, Ник и Рой отправляет на тот свет немало дохляков, в том числе и Пуласки. Ворвавшись на крышу здания, где уже стоит законченный столб,
Ник видит, как Бобби, открывший свой истинный лик разложившегося человека, тяжело ранит Джулию. Ее кровь необходима для активации артефакта. Ник вступает в рукопашную с Бобби, пока Рой рушит столб, сбрасывая на него грузовик. Поток душ восстанавливает свое направление, а Ник добивает Бобби и прощается с Джулией, которая наконец видит его в настоящем облике. В финале фильма Страшный суд все же решает сохранить жизнь Джулии, однако Ник за самовольные действия все же получает выговор, а Роя наказывает на еще 53 года службы в патруле. В качестве благодарности за все Рой отдает Нику удостоверение на новый аватар в мире смертных, которым, к неудовольствию Ника, оказывается девочка-скаут. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите ваши мысли в комментарии и подпишитесь на мой канал. Посмотрите обязательно эти видео, и я желаю вам хорошего дня.